Всем привет! Редуктор от лодочного мотора Suzuki 50 приехал транспортной компанией из города Усть-Кут Иркутской области еще до Нового года. Редуктор уже давно разобран полностью. Мы уже получили запчасти из Японии. Изначально владелец обнаружил стружку в масле, а оказалось, что разрушился верхний подшипник вертикального вала. Это магнит, который собирает стружку. В редукторе было много стружки. Все шестерни целые. Развалился верхний подшипник. Наверное, придется менять все подшипники. Шестерни целые, а гребной вал не гнутый. Вот еще проблема. Вот здесь был подшипник, который как раз развалился. Этот подшипник съел вертикальный вал. Вот выработка от подшипника. Это сам вал. Это здесь не шайба никакая. А сверху устанавливается шайба. Она тоже съедена. Эту шайбу можно заказать. Но вот с валом что делать? Либо вал полностью менять, либо попробовать сточить эту часть, установить вот эту шайбу наоборот. Сверху ставим новый подшипник, сверху покупаем такую же новую шайбу. То есть попробовать сточить вот эту часть, сюда установить шайбу, чтобы подшипник работал по шайбе. Ну, как-то так. Мы придумали следующее решение этой проблемы. Так как поверхность, по которой работает подшипник на валу, была убита, и нам пришлось бы менять весь вертикальный вал, мы решили проточить эту убитую поверхность, а шайбу, по которой работал подшипник, развернуть. Устанавливаем сюда шайбу рабочей стороной. Прихватываем углекислоткой, чтобы не проворачивалась. Затем устанавливаем новый подшипник. И устанавливаем новую шайбу. Точно такую же, какую мы установили вниз. Только новую. И все это устанавливается вот сюда. В это место. Только здесь еще ставится регулировочная шайба, которая компенсирует необходимый зазор. Чтобы разобрать редуктор, его пришлось очень хорошо нагреть. У него отлетела краска, но краска это не родная. Редуктор был уже крашеный. И расплавился стакан, который поднимает масло до верхнего подшипника. Этот стакан мы заказали из Японии. Заказали также все уплотнения, все сальники и все подшипники. Все подшипники полностью мы будем менять в этом редукторе. Владелец попросил покрасить редуктор, поэтому сейчас мы его полностью разбираем, вынимаем все подшипники, в принципе их все равно менять. Далее пескоструим корпус. После пескоструйки мы собираем и красить редуктор будем в сборе. Отпескоструили корпус, но еще не мыли его. Сейчас будем мыть, собирать на новых запчастях. И отпескоструили обойму гребного вала. И в том месте, где установлены сальники гребного вала, мы увидели, что посадочное место для сальников очень сильно повреждено коррозией. Старые сальники сидели хорошо, держались на коррозии, и воды в редукторе не было. Но после того, как мы их отсюда вынули, вот такое состояние. Конечно, можно попытаться посадить сальники на герметик, но мне кажется, что работать это не будет, потому что уж очень большие ямы. По идее, эту деталь под замену, и, по-моему, они продаются сразу с подшипниками, с сальниками. Но мы попробуем ее восстановить. Для этого сюда нужно выточить какой-нибудь вкладыш. Расточив эту поверхность, и установить вкладыш под оригинальный размер сальников. Новые сальники сюда проваливаются.
и даже держаться не будут. Восстановили посадку сальников и установили подшипники. Там стоят два игольчатых подшипника на гребном валу. Вот они. Редуктор готов. Видно глубокие раковины на корпусе. Эти раковины были скрыты шпатлевкой, и после пескоструйки они появились. Но в этом ничего страшного нет. Владелец об этом знает. На ходовые качества они не влияют, и ничего с этим делать мы не будем. Итоговая стоимость данного ремонта составила 37 тысяч рублей. Но если бы мы еще меняли вертикальный вал, то общая стоимость была бы примерно 55 645 рублей. Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на нас, если еще не подписались, и предлагайте свои идеи. Мы очень долго ждали запчасти на моторы, поэтому видео стали выходить так редко. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди будет кое-что интересное. Всем пока!